Не так давно сбылась моя давняя хотелка, и теперь у меня есть наушники Sony WH-1000 XM5. Очень доволен покупкой, на мой взгляд, эти уши в принципе один из самых интересных вариантов в своем сегменте. И помимо всего прочего замечательного, на мой вкус они довольно приятно выглядят. Несмотря на это, насмотревшись на всякие интересности, которые цепляются на AirPods Max, хочется и на этих соньках что-нибудь интересное увидеть. О чем, собственно, речь? А речь конкретно о накладках. Накладках на чаши наушников. Впервые я увидел такие штуки в запрещенной соцсети в посте вот этого товарища. Его зовут Эндрю Мок, известен под псевдонимом Of God или Я Local of God. Он молодой художник и дизайнер из Гонконга. Наверное, по части накладок на AirPods Max интереснее его работ я ничего не видел. У него, к слову, была коллаба с Глебом Костиным. Очень и очень здорово сделали. Относительно давно уже, кстати, больше года прошло. А одна из недавних его работ — накладки, совмещенные с отстегивающейся маской. В общем, тоже в коллаборации, Бро активно развивает эту тему. Вообще на AirPods Max существует довольно много подобных приколов в разной степени визуальной привлекательности, скажем так. Но на соньках я видел только в основном наклейки и всякие вязаные штучки с ушками. Накладки я видел только в аккаунте Томми Бленда в той же запрещенной соцсети. Мне кажется, этот Бро на все 100% выглядит как человек с именем Томми. И чувак не ограничивается накладками, он делает целые шлема в дополнение к наушникам. А иногда и просто шлема. Или маски. Вся эта история с визуальными дополнениями кажется мне очень интересной, поэтому покупая соньки, я держал в голове, что обязательно сделаю для них накладки. И начал я свою разработку с фотошопом на мониторе и стилусом в руках. В общем и целом план такой. Накидать рисунок, на его основе построить модельки во Fusion, затем отправить их печататься на 3D принтере. Давайте сойдемся на том, что я не дизайнер и не художник, моей компетентности в общем случае хватает лишь для достижения результата, который устраивает меня самого. Раньше я не делал какие-то сложные визуальные дополнения, так что, мягко говоря, не претендую на то, чтобы выдать что-то однозначно великолепное. Просто пробую новые для себя штуки и набираюсь опыта. Век живи, век учись, как говорится. И у меня, к слову, в плане обучения есть что вам порекомендовать. Java разработка. Java — это один из самых используемых языков программирования. Такие гиганты, как Netflix, Spotify, Amazon, Telegram написаны с использованием этого языка. В процессе разработки даже в не самые крупные проекты требуются целые команды специалистов, поэтому по части востребованности Java-разработчиков в наше время вопросов не возникает. Такие специалисты нужны в Сбере, Альфе, МТС, Яндексе и многих других IT-компаниях. Так вот, начать свой путь становления Java-разработчиком вы можете в Kata Academy. В Kata студент оплачивает обучение уже после получения работы по специальности, поэтому главная цель Kata — реальное трудоустройство выпускников в IT-компании Москвы или Санкт-Петербурга. При этом Академия гарантирует зарплату выпускников по курсу Java разработки от 100 тысяч рублей с первого месяца. А если студент не тянет программу, разумеется, его отчислят, но платить за курс ему не придется. И если выпускник не найдет работу по специальности с зарплатой от 100 тысяч, тоже ничего платить не потребуется. Это прописано в договоре с Академией. На курсе студенты научатся кодить, самостоятельно искать и принимать решения, работать над командными проектами и к концу обучения будут полностью готовы к работе в крупных компаниях. Так что если вы заинтересованы в карьере Java-разработчика, начать свой путь можете в Kata Academy. Ссылку на курс оставлю в описании. Вообще, в силу конструктивных особенностей, разработка накладок для этих соник требует несколько иного подхода, не такого, как для AirPods Max. Во-первых, форма чаш этих наушников не позволит так же, как на AirPods, что-то безболезненно к ним прицепить. У соник нет сужения ближе к амбушюрам, поэтому любые цеплялки-крючки мало того, что будут подпирать амбушюры и чувствоваться головой, так еще и выглядеть все это дело с таким креплением на этих наушниках будет чересчур громоздко. Так что крепить любые накладки нужно каким-нибудь другим образом. Во-вторых, правая боковая панель у наушников сенсорная. Забить на нее и потерять в функциональности — это не мой вариант, так что прилегание вот к этим поверхностям я решил избегать. Держа все это в голове, я набросал несколько скетчей и в итоге решил, что буду делать что-то вот такое. И загогулины эти будут крепиться к скошенным поверхностям, не прилегая к сенсорной панели. Вообще, понимание того, что можно сделать накладку, которая не будет прилегать к боковой поверхности, но будет отчасти находиться над ней, мне пришло как раз-таки благодаря Томми Бленду. Незачем отнекиваться, и так понятно, кем я вдохновлялся. Гипермужик, спасибо ему за все, что он делает. О реализации. Механика следующая. Иметь в наличии 3D-модель чаши, вокруг нее выстраивать накладки и вырезать одно другим, тем самым придавая прилегающим к чаше поверхностям накладок нужную геометрию. Примерно вот таким образом. Работал во Fusion, потому что в нем ориентируюсь и потому что привык. Первоначально я пытался вручную сделать копию чашки, используя для измерений штангенциркуль, но, как выяснилось, геометрия этих наушников при всей своей кажущейся простоте на самом деле далеко не простая. Это становится реально заметным, если взять что-то действительно прямое и плоское и приложить к поверхностям ушей. Они слегка выпуклые везде, где только
только можно. Поэтому я решил, что буду сканировать чашу. Я использовал свой телефон. С помощью Face ID и приложения Hedges получил STL-модельку, убрал лишнее, замкнул и сгладил ее в блендере. Затем поправил топологию по этому гайду и затем конвертировал все это добро в тело, с которым можно работать во Fusion по этому гайду. Было вообще непросто и получилось далеко не идеально, но как сделать более-менее точный скан чашки, по-другому я просто не придумал. С люмой, например, или 3D-пресса получалось сильно хуже, хоть и красивее. Точность формы никакая. Так что если вам известен какой-то более точный и эффективный способ получить 3D-скан объекта на коленке, опишите его, пожалуйста, в комментариях. Для моих целей полученной модельки такого качества будет вполне достаточно. Геометрия оригинала она более-менее соответствует, а использоваться будет только для того, чтобы вырезать ей другие разрабатываемые модельки инструментом Combine во Fusion. Чтобы проверять соответствие полученной 3D-модельки настоящей чаши, я печатал вот такие подковы, и когда напечатал вот эту, понял, что можно двигаться дальше. И двигался я на самом деле очень долго и старательно. Вот такая куча сэмплов у меня образовалась, пока я пытался получить то, не знаю что. С самого начала я не имел никаких конкретных представлений, у меня была только картинка, которую я нарисовал, обозначив общую идею, так скажем. Все началось вот с этих двух дубин, которые я напечатал, чтобы понять, от чего мне вообще отталкиваться. Какого размера и толщины должны быть накладки, как я буду их крепить и какой формы будут ножки. В общем, все в этом духе. Потом сделал что-то вот такое и решил, что буду с этим работать. Процессом делился в своей телеге. Пока что лепил все на двусторонний скотч, мой не сильно прилипал к наушникам и не оставлял следов. Для левого уха я нарисовал другие скетчи. Мне хотелось, чтобы торчалки на разных ушах были разной формы, но при этом едиными с точки зрения общей концепции и визуально дополняли друг друга. Получилось вот это. Довольно громоздко и топорно, как мне сейчас кажется. Но это мне сейчас кажется. Когда печатал, не казалось. Где-то на этом этапе мне пришел серый пластик. Накладки я хотел сделать именно серыми. Сопло 0,2 мм для 3D принтера и магниты. Держаться накладки будут на магнитах. Почему? Потому что это самый элегантный способ решения задачи крепления. Небольшие группы магнитов, аккуратно приклеенные в нужных частях чаши, имба. Просто и при этом красиво. Мало того, что накладки получаются легко заменяемыми, так еще и забить на них можно и не носить, если надоест. И ничего при этом не потерять, поскольку магниты эти, на мой взгляд, чашу только красят. Тут, конечно, момент, какие именно магниты, какой толщины, какого размера и как расположены. Сначала я купил 3-миллиметровые круглики толщиной 1,5 мм, но как попробовал, сразу понял, что это мистейк. В итоге использовал 5-миллиметровые круглики и прямоугольнички 4х2, и те толщиной 1 мм, и начал собирать их в какие-то общие формы. Как показала практика, по 2 круглика и прямоугольничка хватает, чтобы более или менее надежно держать мои накладки. Надежно это, чтобы случайно задеть ее рукой и при этом не потерять. Магниты довольно сильные. Магниты я на 0,5 мм утопил в накладках, чтобы получить пазы и при этом оставить небольшой зазор. Мне просто нравится, как это выглядит. В результате очень долгой возни с ножками, формой, расположением и размерами я пришел вот к такому варианту. Довольно сильно отличается от скетчей, но на то они, в общем-то, и скетчи. Теперь остается удачно напечатать модельки, зашкурить и приклеить магниты. Клеить я решил эпоксидкой. Порядок. Все прошло почти по плану. Пришлось убрать излишки эпоксидки скальпелем, но получилось все равно аккуратно, благо застывающая эпоксидка более-менее податливая. Я честно доволен результатом, очень доволен тем, как вписались магниты. Я это говорил чуть раньше, но мне кажется, что уже просто приклеенные магниты сами по себе очень здорово тут выглядят. Снимать торчалки в любом случае придется, носить их это не всегда удобно, лежать в наушниках, например, или что-то в этом роде. Да и в принципе практического смысла во всей этой затее очевидно ноль. Ну как и в любых других украшательствах. Зато прикольно как. Я собираюсь поделиться с миром своими наработками, дропнуть STL-модельки и, может быть, весь Fusion проект, но хочу немного пожадничать. Каким именно образом еще не придумал, обязательно напишу об этом в описании. Было бы очень здорово, если бы мой опыт помог кому-нибудь в создании чего-нибудь подобного, но другого. Вашего. Конец.